Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Традиционно, те, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии, пересылайте это видео друзьям и знакомым. Лучше это сделать прямо сейчас через свои социальные мессенджеры. Берете, копируете ссылку, отправляйте друзьям и знакомым. Завтра все посмотрят, послезавтра вы встретитесь и обсудите, что интересного получили из этого видео. Итак, тема сегодняшнего видео практика колеса жизненного баланса, ответы на вопросы. И сегодня мы затрагиваем вопрос сферы денег, зачем не нужно идти путем ошибок и осознания. Итак, для тех, кто смотрит это видео первый раз, колесо жизненного баланса представляет собой круг, который поделен на 8 частей. Эти 8 частей дают нам, как в таблице Менделеева, комплексный взгляд на те сферы, которые важны в вашей жизни. Тем, кто хочет продиагностировать свое колесо жизненного баланса, пожалуйста, найдите в плейлисте видео, как сделать диагностику своего собственного колеса жизненного баланса. Затем есть видеоинструкция, как проанализировать свои состояния в всех сферах, какое решение нужно принять. И далее, посмотрев плейлист, вы найдете много интересного об инструментариях колеса жизненного баланса. Напомню, что миссия колеса жизненного баланса – это личное и профессиональное долголетие. Итак, возвращаемся в сферу денег. Вопрос, который задан: зачем не нужно идти путем ошибок и осознаний? Если вы забьете в поиск любого, скажем так, источника, зачем вам нужны деньги, что с ними делать, какой путь избрать, вы посмотрите очень много информации, как это выглядит у других. В колесе жизненного баланса все состоит из состояния. Если вы в сфере денег переходите в состояние 8-10, то ваша репутация, ваш опыт ведения бизнеса, ваш опыт преодоления кризисов и стрессов будет важен для группы инвесторов, и вы будете рисковать не своими деньгами, вы будете рисковать деньгами инвесторов. Но если у вас получится, я надеюсь, у вас получится, потому что вы внимательно смотрите колесо жизненного баланса LongSwim и стараетесь не делать тех ошибок, которые уже сделали другими. И я сейчас об этих ошибках постараюсь рассказать. В состоянии 0,4 в сфере деньги вы имеете стабильный постоянный доход. У вас есть очень жгучее желание куда-то эти деньги проинвестировать, но проинвестировать эти деньги, с целью приумножить, очень такая не очень затея. Я сейчас расскажу почему. Для того, чтобы инвестировать деньги, нужно иметь соответствующий практический опыт. Есть теоретические знания. Вот кто-то вложился, кто-то попробовал и преуспел. Есть очень хорошая ситуация на рынке, которая называется возможности. Ими можно воспользоваться. Если вы смотрите колесо жизненного баланса не один раз, вы заметите аксиому, которую я стараюсь вам повторять. В любом деле важно, с чего начать, какой первый шаг сделать. В любом деле очень важно понимать, чего вы можете достичь, какая там емкость, какие там есть возможности. И самое главное, у вас должен быть надежный инструментарий, как находить единомышленников, потому что с единомышленниками любая задача становится более понятной, более простой. У вас появляется дополнительный ресурс, высвобождается ваше время для принятия каких-то стратегических решений, для понимания того, что вы идете к цели самым кратчайшим путем, удобным для вас, и вы понимаете, достигнув финансовой цели именно в сфере денег, что вы от этого будете иметь. Итак, зачем не нужно идти путем ошибок? Это мы рассматриваем состояние 4-8 в колесе жизненного баланса LongSwim. Мы единственные советуем в сфере денег рекламировать на постоянной основе свою экспертизу, свои товары и услуги, потому что только таким образом вы автоматически сводите к минимуму число ошибок и осознаний, которые появляются в результате этих ошибок. Состояние 4-8 – это всегда больше какие-то конкретные действия, в которых вы хотите участвовать, которые вы осознанно делаете для того, чтобы прийти к цели. В любой сфере есть какая-то
цель, сформулированная вами и не вами, но если цель, которая сформулирована не вами, вам интересно, вы хотите к ней как бы прийти, вы выбираете именно свой путь достижения цели. Если мы говорим о сфере денег, у вас в конце получается опыт, вот здесь вот состояние 8-10, опыт использования финансовых ресурсов, опыт их сохранения, опыт их приумножения и опыт распределения этих ресурсов по портфелю проектов, которые приносят диверсифицированную прибыль. Это для тех, кто в бизнесе. Понятное определение для тех, кто не в бизнесе, все очень просто. У вас есть деньги, вы хотите их сохранить. Функция вот этих вот сфер деньги и отношения сохранить и приумножить. Я вот в каждом видео стараюсь по чуть-чуть дозированно давать информацию для неподготовленных, начинающих, чтобы это видео служило мотивацией. Вот эта функция отношения семья, сохранить и приумножить то, что есть в вашем жизненном опыте, и вы свой и жизненный опыт любимого человека приумножаете, стараетесь сохранить. В этом есть суть семьи и отношений. В сфере денег такая же сущность, у вас есть совместный доход, вы пытаетесь или делаете попытки доверять доходу друг друга, рассчитываете на доход своего любимого человека, любимой женщины, любимого мужчины, и у вас возникает вопрос, как эти средства накопленные приумножить, во что вложить, и в конце концов вы понимаете, что вы можете для решения задач, для лучшего управления привлекать чужие средства, или можете по вашему решению пользоваться своими средствами, которые есть в вашем распоряжении. Итак, зачем нужно продвигать свою экспертизу? Расскажу о преимуществах. Первое преимущество, когда вы рекламируете себя, свою экспертизу, свой товар, свои услуги за пределами той территории, на которой вы находитесь. Вы получаете реальный отклик от рынка, востребовано это и не востребовано. Для тех, кто скептики, могу вас как бы успокоить. В 80% случаев вы получите какой-то ровный, прохладный отклик. Да, мы знаем о вашем существовании, когда понадобитесь, мы к вам можем обратиться или обратимся, но, по крайней мере, вы знаете, что ваш опыт уже кому-то интересен, многие о нем знают, и все, что вам нужно как бы сделать, это переместиться в сферу, где ваш опыт и экспертиза являются остро востребованным. Это происходит тогда, когда ваш опыт востребован за пределами вашей профессиональной компетенции, или это происходит тогда, когда этот опыт востребован на другой территории. Почему? Потому что на этой территории не хватает таких специалистов с таким уникальным опытом, с таким опытом решения задач. Это может быть переезд в другую страну, это может быть дистанционное ваше задействование, это может быть, в конце концов, преподавание. Если вы пойдете по пути привлечения как бы своих собственных финансов в решении проектов, у вас получится как бы внутренний ганнибализм. Вот в сфере карьеры, бизнес и деньги. В карьере и бизнес вы стремитесь к собственному бизнесу, который подчиняется, в котором вы операционно как бы участвуете. В сфере денег ваша задача не участвовать операционно в бизнесе, ваша задача выстроить стратегию бизнеса, построить как бы его миссию, привлечь нужных специалистов. Это если мы говорим о вашей роли, то есть вам нужно быть королем или королевой, у вас есть свое царство, в этом царстве необходимо создать законодательную базу, чтобы царство, ваше королевство развивалось, вам нужно построить инфраструктуру, чтобы королевство находилось в эпицентре как бы логистики и перемещений, вам нужно создать свою систему обучения и подготовки кадров, потому что ваше королевство или ваше государство должно быть конкурентно способно. Вот это вот здесь вот разница миссии в сфере деньги и карьера и бизнес, она различна. То есть в сфере денег вы управляете своей репутацией и доверяют вашей репутации, то есть самое важное здесь надежность. А в сфере карьеры и бизнеса нужно выбрать самую высокорентабельную как бы сферу, которая будет обладать высокой рентабельностью, прибыльностью. То есть вы должны как бы понимать, что ваши усилия, помноженные на то количество ошибок, которые вы повторите, не приведет к тому, что у вас бизнес там, через 5-10 лет будет уже не актуальным. Итак, в сфере денег я объяснил, почему не нужно идти путем собственных ошибок, нужно всегда понимать, что ваша экспертиза в чужих проектах, она очень важна, востребована, потому что, возможно, вы будете проект
делать в сфере новых технологий. То, что никогда никто не делал, это, возможно, будет стартап, это, возможно, будет опыт высоких технологий, это может быть ваш опыт продакт-менеджера, ну, как человека, который больше и лучше чувствует, ну, как бы, как этот продукт будет востребован через 10, 20 или через 30 лет. Теперь я затрону вопрос, почему в сфере денег не нужно идти путем как бы осознания. Для того, чтобы осознавать, что вам нужно, что не нужно, какие знания актуальны, какие навыки уже устаревают, вам нужно хорошо прорабатывать сферу личностного роста. И в сфере личностного роста очень важна такая категория экспертов, лекторов, которые являются визионерами, которые могут смоделировать какое-то будущее, смогут вас ознакомить с каким-то трендом, или вы можете сами стать участниками, инициатора какого-то тренда. Почему? Потому что в последнее время в мире все происходит стремительно, и та теория, которая, допустим, 5 лет была уже актуальна, она актуальна для старых технологий, для старого концепта жизни, а в новом концепте жизни вам нужно опять вернуться к нашим духовным ценностям, к вашей миссии, потому что, исходя из своих духовных практик, вы, скорее всего, будете заниматься тем, что вы считаете как бы нравственным, приемлемым, то, что вашей душе нравится. Итак, кратко подытожим. В сфере денег почему не нужно идти путем ошибок? Во-первых, ваш опыт, экспертиза и ценность вашего опыта заключается в том, что вы имеете необходимыми навыками характера по пути преодоления трудностей и сложностей, и стрессов в проекте, и всего непредвиденного, что может произойти, потому что у вас прокачана сфера личностного роста, то есть вы готовы к обучению, вы готовы в ситуации справиться, исходя из черт своего характера. Следующий момент, который важен, все осознания у вас происходят в сфере личностного роста и духовного роста. Если вы в сфере денег не рискуете своими деньгами, вы их не потеряете, потому что когда вы реализуете проект как бы в собственной сфере денег, у вас 50% возможности этот проект реализовать, как вы задумали, есть 50% возможность, что этот продукт или проект в сфере денег на рынке может быть оказаться неконкурентоспособным. И такое может быть. Это нужно обязательно учитывать. Поэтому набирайтесь опыта, пробуйте себя в практике реализации чужих проектов, потому что реализовав свой опыт в чужих проектах, вы наберетесь той экспертизы, когда вы можете уже для себя четко отвечать на вопрос, с чего можно начать, чего можно достичь, за какой необходимый промежуток времени. Вы знаете, сколько единомышленников вам необходимо собрать, чтобы реализовать проект. Потому что проекты в сфере финансов – это всегда управление ресурсами, это всегда яркая, четкая цель, которая мотивирует других людей достигать ее. И ваша харизма как руководителя, и ваши именно черты характера и умение решать этот вопрос. Всем, кто смотрел это видео, я желаю хорошего дня. Не бойтесь совершать ошибки. Практикуйте инструментарий колесо жизненного баланса. У кого получилась своя история успеха, обязательно пишите в комментариях. Всем желаю хорошего дня. Я в вас верю.